Ребят, ну в плане комфорта, конечно, камрюхи даже старые, они клевые. У нас ее зовут Бегемот. Да. Всем привет! Музей истории японского автомобилестроения у Яна на канале продолжает работу. Камри 30 у нас сегодня будет в выпуске. Я знаю, что, так скажем, западная часть страны 30 считает совершенно другую Камри. Абсолютно другую. У нас ее акулой зовут частенько. Или стрекозой тоже зовут. А на самом деле Камри 30 это вот эта Камри. У нас ее зовут Бегемот. Да. Я не знаю, конечно, откуда пошло это прозвище. Кто дальневосточники, обязательно напишите в комментариях, соответственно, откуда это пошло, да? Вообще у модели Камри, а это достаточно давнешняя модель, она появилась в начале, ну, можно сказать, не в начале, даже ближе к середине 80-х. У нее было две ветки развития. Версии Камри американские, так скажем, и версии Камри чисто японские. Потом они, эти ветки вот так раздвоились, а потом соединились. Так вот, это, по сути, третье поколение Камри. И оно началось именно, так скажем, в переходный момент, когда от квадратных форм стали переходить к округлым. И у меня, если честно, такой вид Камри, это натуральная ассоциация с 90-ми, потому что я как раз такие машины помню из своего детства, когда они приезжали беспробежками, моряки, дальневосточники их привозили, причем их покупали еще тогда в долларах, представьте себе, еще тогда УЕ всякие были, не АУЕ, а УЕ, в смысле условные единицы. У нас неплохая комплектация будет в выпуске, бывает намного беднее, они бывают даже на механике, хотя, кстати, не бывают с механическими крутилками, они всегда будут с электростеклоподъемниками. Конечно, бывала еще версия Prominent. Да, она была, конечно, на базе кузова Висты. В это время еще была модель Виста, да, которая внешне только отличалась. У нее, например, были безрамные двери. А внутри и техническими деталями она была абсолютно идентична Камри. Но мне, естественно, Камри нравится больше, поскольку рамные двери, я не люблю безрамные двери. На примере такой машины, мне кажется, не стыдно показать вам, какой была камрюха, ну, что уже, сколько? Почти что уже 30 лет назад. Заметили, да, что я не захотел в этот раз ходить вокруг тачки, мне просто настолько по кайфу в ней сидеть. Они мягенькие, уютные, такие всегда клевые. А это еще и дедушками не пахнет, а пахнет по-человечески. Поэтому так. Это, знаете, заслуга чего? Вот этих вонючек. Я, кстати, на стримах рассказывал, как определить, что эта вонючка оригинальная, а не поддельная. И все. У тебя вот буквально все кнопочки, все на месте, все четенько, большие бардачки, очешники всякие. Ну, вот у нас здесь, кстати, конкретно нету. Ну, слышали, да, наверняка во всяких видео. Вот теперь у машин не мягкий пластик. Вот он, да, вот он на дверях мягкий пластик, вот он везде мягкий пластик. Ну, разве что вот здесь на центральной консольке, только он твердый, да, допустим. Но именно вот это имеется в виду. Знаете, почему он, кстати, мягкий? Многие, может быть, даже тоже не знают. Эти торпеды, они как будто из пены состоят, знаете, как будто их из монтажной пены оформили, потом вырезали по форме и сверху обклеили вот этим, да, винилом или, ну, вот, в общем, вот таким покрытием. То есть, поэтому они и мягкие, потому что это внутри, если вот разрезать, это пена. Салоны машины из 90-х, Тойоты особенно, они нас не особенно радуют какими-то такими интересными деталями и плюшками, они скорее нас радуют именно эргономикой для тех времен замечательной, потому что даже на самом деле в моей Камри, которая 87-го года, то есть предыдущее поколение, оно не такое эргономичное, там какие-то моменты надо где-то... Так, а где у меня вот эта кнопка? А, вот, бля, а что они ее сюда поставили? Типа вот, ну вот такие вот бывают случаи. А здесь вот прям вот отсюда началась прям четкая разработка салонов. Ты сел, тебе просто уютненько, мягонько, хорошо. Различных цветов было полно, то есть были черные, бежевые, серые салоны. Ну, кожаные, кстати, тоже черные и белые. Ну, не белые, черные и бежевые тоже были кожаные салоны. Хотя, опять же, без подогревов и вентиляции у Проминента. Но прям такая была там прочная кожа, вот я вам скажу. Я когда, помню, в институт не поступил сразу после школы, у моего начальника я пошел работать там, ну, в фирму, типа, что год сидеть там, типа, что у мамки на шее сидеть, пойду поработаю, пока на следующий год попробую заново поступлю. Но я поступил, кстати. И у моего директора, да, вот у начальника, у него была вот камрюха, и она тогда вот была еще свежая такая, типа, более-менее живая, такая новая, ну, там, ну, типа, представительная такая вся из себя машинка.
В те года, знаете, они хвастались такими моментами, как, например, ух ты, ничего себе, подушка безопасности появилась. Ее сделали одну водительскую и очень этим гордились на самом деле. Это прямо в каталоге большой картинкой выделяется. Рулей, кстати, было аж 4 разновидности. Был даже двухспицевый, прям почти как у предыдущего поколения. В таких машинах была обычно самая бедная приборка, вообще без тахометра. Кстати, о приборках. Электронные калькуляторные приборки были очень в моде. Мусорки в ногах пассажира, там крышечку так открываешь, там мусорочка. Когда эти машины были новые, они стоили, ну, я вам так скажу, по современным меркам чуть ли не те же самые деньги. После наших каких-то «Жигуликов» людям, конечно, было круто сесть в такой мягкий велюрчик вот с таким подлокотничком. Кстати, у Проминента подлокотник был еще один. Не только вот такая крышка бардачка, причем большого бардачка, а еще и дополнительная мякушка, вот такая вот, дополнительный подлокотник, то есть, чтобы прям совсем хорошо было просторно. И на заднем сиденье, причем они были версии с подстаканниками, а были версии без подстаканников. Но многие критиковали вот это расположение подстаканников, потому что оно мешает рычагу управления коробкой. Всегда у Camry рад показать багажник по двум причинам. Во-первых, большинство машин тех годов, то есть 90-е годы, это ваннообразные багажники, у которых только крышка. То есть вот представим себе, вот здесь был бы вот такой багажник, то есть я бы открыл просто крышку, а вот этого проема бы не было. Так вот у Camry как раз проем уже тогда был. То есть вот эта фальш-стекляшка, она не оставалась вот здесь, она была прикреплена к багажнику. Кстати, вот эта прикольная тема с фальш-стекляшками. Многие думают, что они внутри имеют лампочки. Нет, лампочек там нет. Можно самому замутить, и это делают. Причем очень даже прикольно делают, ставят диоды под вот этими ребрами. Под ними прикольно смотрится, прям как у современных машин. Очень вместительный багажник. Смотрите, у нас тут сколько всего есть. Объясняю опять же почему. В отличие от распиаренных марков, у которых бензобак находится позади задних сидений, и вместо багажника там пшик ни о чем, да? Кстати, у морковников у них ваннообразный багажник в те года. Здесь у нас абсолютно большое свободное пространство до второго ряда сидений, и второй ряд сидений, опять же, уже тогда они начали их спокойно складывать. Не дырку просто из багажника вперед, а их тоже можно сложить. У нашего экземпляра, причем даже вот эти мякушки в багажнике все на месте. То есть под низом вот уже сразу идет, по сути, шумка, всякие вот эти вот накладочки, а сверху клали вот такую вот суконную, что ли, да, она скорее всего суконная, такая накладочка, и по краям вот здесь эти все штуки были. То есть, видите, реально просторно. Вот этот кожух, он, конечно, здесь, ну, получается, мешает маленечко, но здесь не маленькая дырка, а здесь вот именно большое пространство для того, чтобы засунуть сюда длинный груз. Проминент еще и музыкой отличался. У него была музыкальная там вся из себя стереосистема, а в обычных камрюхах, вистах у них просто ставили, получается, пару колоночек и все. Иногда мог быть посерединке ионизатор, но сабвуфера точно не бывало, а он бывал только в Проминенте. На дверях могли быть уже вставлены высокочастотные динамички. В ручку двери встраивали. Эх, жалко, у нашей люка нет, они у них такие большие бывали. И руль мог регулироваться телескопически, а не только вверх-вниз. Как раз вот, кстати, вспомнил, что могли быть подсветочки в ремнях безопасности, в тех штучках, куда они вставляются. Мне очень нравится во внешности камрюшек в этом поколении фары. Они выполнены цельный блок фарой. То есть у предыдущих поколений у них раздельно габарит, кусочек габарита, который заходит на крыло, и сама по себе фара. А здесь это сделано цельный блок фарой такой. Мне вот это прям очень нравится. Это, кстати, не касалось американских версий таких камрюх. У них все равно были раздельные габариты фара. Ребят, ну в плане комфорта, конечно, камрюхи даже старые, они клевые. Конечно, приятные, у них рычажная подвесочка задняя, у них никаких там балок, жопка не закидывается, не трясется. Даже у поживших машин все очень приятно на ходу. А то знаете, как частенько бывает сейчас независимая подвеска только у полного привода, например. А все, что переднеприводное, вот как камрюшки, будет вам на балке. Хотя современные Camry, конечно, они, надо сказать, имеют вполне себе уважаемую подвеску, но я ездил и на совсем новых Camry, я вам могу сказать, по плавности хода они ничем не отличаются от старых камрюх.
потому что ничего там они особенного не сделали. Тот же Макферсон, да и вообще у этих машин бывала прям реально хорошая управляемость. Могла быть регулируемая подвеска Temps и даже 4 ВС-D. Это означает подруливающие задние колеса. И это в начале 90-х, ребят. А еще если круиз включить и по трассе, ну вот сразу забудешь, что в старенькой машине катаешься. У них, конечно, вполне себе такие скромные мощности, да, у двигателей, то есть 135, ну, кто-то пишет 140 лошадей бензинки, бывали дизельки, но, опять же, на той самой C-серии, которую я считаю прям очень неудачной серией дизелей, хотя, конечно, в легковых автомобилях типа Camry они вели себя получше, они были маленечко более живучие, чем когда они стоят в микроавтобусах в тех же. Они, на удивление, бывали на механике, то есть типа бизнес-класс, но все равно любил палочку-то помешать иной раз. Это, знаете ли, уважаемо, это уже, знаете ли, респект вызывает. У Проминента, конечно, бывали мощные моторы относительно тоже V6, то есть вплоть до 170 лошадиных сил. Но, знаете, я предпочту все-таки обычный старый добрый Триес, который чинится на коленке в любой деревне. А еще если вспомнить, что у просто Camry и Vist бывала GT-версия, тоже Триес, но с таки форсированным Триес GE. Второго, правда, поколения, 165 лошадей. Все на места свои встает, да. Жаль только, что в рестайле убрали такой мотор, такая версия только до 92 года была. Бывал еще совсем младший мотор, 125 лошадей. Я про него не забыл, не надейтесь. Я считаю, что такой небольшой экскурс в историю был более чем достаточен. Просто я всегда хочу, чтобы запад страны знал, что японские машины не ограничиваются привычными им леворульными версиями, да, которые официально в свои года поставлялись в салоны, а было много праворульных образцов таких классных, которые просто мимо вас прошли, ребят. Вы там у себя жили в Москве и не слыхали, что можно было даже в 90-е годы ездить не на Волге, а на комфортной, клевой камрюхе с электростеклоподъемниками, с регулировкой зеркал. То есть вполне себе неплохо напичканные были машины. И сейчас такой автомобиль может купить, в принципе, москвич, я думаю, с парой зарплат средних, наверное. Что-нибудь типа того. Хотя, конечно, в хорошем состоянии они будут все-таки 1250, наверное, стоить. Ну так, особенно если это рестайлинговая версия. Ну, которая с подушкой безопасной. С одной. В общем, я думаю, те, кто смотрит мой канал из тех, кто любит старые машины, я думаю, я вас порадую вот таким выпуском. Ставим лайк, подписываемся на канал и всем пока!